Друзья, приветствую вас. Это обзор основных курсов валют: доллар, евро, рубль и другие валюты, которые имеют к нам то или иное отношение. Давайте начнем с доллар-рубль. Наиболее животрепещущая пара. Месячный таймфрейм. Исходя из месячного таймфрейма, мы здесь видим, что пока движение вниз по укреплению рубля к доллару не остановилось. Но здесь есть вот важный уровень, который мы пока не отработали. Он находится на 66,7, 66,2. Это с точки зрения того, где проходили объемы при движении цены по месячному таймфрейму. И далее, соответственно, цель движения предполагается 63,2. На самом деле, я думаю, в ближайшее время мы такого движения, скорее всего, не увидим. Если будет нефть укрепляться, как прогнозируется, с учетом восстановления мировой экономики, то наиболее вероятный сценарий мы можем увидеть движение рубль-доллар на 66. Вот. Но здесь, опять же, есть определенная сложность. Она связана с тем, что уровень 68,3, 68,2 успешно не пробили. То есть сейчас, если будет малейший откат по нефти, то мы увидим укрепление доллара против рубля. В том случае, если все-таки нефть в соответствии с планом движется в диапазон 47-57, в этой ситуации, вероятно, будет задерг, но цель этого задерга будет находиться в районе 66 рублей за доллар. Итак, по месячному таймфрейму разворотной формации пока нету. На важный уровень мы пока не пришли. Это если мы рассматриваем месячный таймфрейм. С точки зрения недельного таймфрейма мы пришли на важный уровень поддержки, и от этого уровня поддержки сейчас наиболее вероятно разворотное движение вверх. Итак, здесь есть пока движение вниз. На недельном таймфрейме разворотной формации нету, но при этом мы дошли до определенного уровня, и с этого уровня вполне возможен разворот. Вообще у недельного таймфрейма тоже есть цель внизу. Для укрепления рубля эта цель находится на 63,5. Однако, я думаю, в текущих реалиях, даже при укреплении, при росте нефти, как предполагается, 47,57, я думаю, это значение, скорее всего, не будет достигнуто, и остановка будет либо от текущего значения, либо будет задерг на 66. Исходя из недельного таймфрейма, пока нету разворотной формации, но, тем не менее, мы дошли до определенного уровня, и с этого уровня вполне может быть разворот и отскок доллара вверх. Так, вот дневной таймфрейм более интересен, потому что, исходя из дневного таймфрейма, здесь мы отработали все цели, которые должны были отработать. Здесь появились разворотные формации, и с этих разворотных формаций предполагается отскок, первая цель движения которого находится на 70,6, 70,8. В идеале здесь цель движения находится на 73,65, вот сюда, в этот диапазон. Текущая формация указывает на то, что здесь вероятен разворот. Однако то, что сейчас происходит рост цены на нефть, и скорее всего нефть еще будет расти, но сейчас имеет место быть иной фактор, который связан с тем, что может развиться, точнее уже развивается, это отток капитала с российского рынка. Если этот процесс усугубится, то мы увидим резкий разворот по доллару даже на растущей нефти. И, соответственно, здесь мы увидим поэтапное движение. Первый – это диапазон 76, где сильный уровень проходит. И далее, соответственно, подтягивание вплоть до 73,5, 73,8. Вот. Но это пойдет в том случае, если не будет на новой неделе пробития вновь сформированных лоев. То есть, если вот у нас пробиваются лои, которые мы нарисовали на прошедшей неделе, лои у нас 68,20. Вот 68,20, 68,10 пробитие на растущем объеме и закреплении приведет к укреплению рубля. Цель движения будет на 66,1. Вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Но здесь может быть парадоксальная реакция, которая связана будет с тем, что на растущей нефти рубль будет против доллара либо не укрепляться, либо даже отскакивать и ослабляться. Вот. Но здесь, я думаю, надо ориентироваться на уровне на новой неделе
Если у нас пойдет пробитие 68,2, 68,1 и будет закрепление на этой цене более там полдня или день, то наиболее вероятный сценарий дальнейшего укрепления цель движения 66,1. Если мы начинаем здесь отскакивать и у нас идет пробитие 69,7 уровня, то в этой ситуации у нас ближайшая цель движения это 70,6. И потом от 70,6 предполагается поэтапный рост. Сначала движение на 71,8 и в случае здесь закрепления дальнейший рост на 74,2. Вот сюда, вот в этот диапазон. 73,8, 74,2. Здесь следующий нюанс, который заключается в том, что сейчас два процесса, которые вошли в клинч. Первый процесс, он связан с тем, что идет рост цены на нефть, и он может продолжаться. И второй процесс, который начал потихоньку набирать обороты, это выход капитала. То есть вначале, когда вот был этот сильный рост, мы наблюдали, соответственно, рост российских голубых фишек и рост индексов. Вот сейчас этот процесс может резко остановиться и развернуться. На то есть определенные причины. Я так думаю. Вот, если я ошибаюсь, я не прав в этой ситуации, то здесь будет пробитие 68,2, 68,1. И, соответственно, мы увидим стремительное движение на 66,1, 66. Это то, что касается движения рубля на предстоящей неделе. Рубля к доллару. Так, далее, что касается евро-рубль. Ну, смотрите, здесь у нас на месячном таймфрейме вполне отчетливо рисуется разворотная формация. Пока июнь месяц только начался, поэтому здесь говорить о том, что вот происходит разворот, пока рано. Но, тем не менее, текущий диапазон торгов указывает на то, что здесь евро чувствует себя гораздо уверенно к рублю, нежели доллар к рублю на текущий момент времени. Так, вот недельный таймфрейм евро-рубль. Здесь у нас вполне как бы четкий приход с одной стороны на сильный уровень, с другой стороны свечные разворотные формации, которые на данный момент времени указывают, что весьма вероятен здесь уже как бы продолжение подтверждения разворота и движение евро к рублю 80,5. Вот это старая цель, которая не была закрыта. В текущих реалиях, если все-таки развивается движение вниз для евро и укрепление рубля, если идет пробитие уровня 76,25, то в этой ситуации мы увидим резкий задерг движения сначала на 75,6, там сильный уровень, и потом последующее проседание, цель которого по недельному таймфрейму находится на 70,5. Такой сценарий мне видится на данный момент времени крайне маловероятный, и скорее всего вот от текущего значения мы пойдем постепенно укрепляться. И на этой неделе, я думаю, мы увидим укрепление евро к доллару. Если там по движению доллара к рублю есть определенные вопросы, то по евро к рублю, я думаю, наибольшая вероятность того, что мы увидим укрепление евро к рублю. Так, давайте посмотрим дневной таймфрейм. Итак, евро-рубль, дневной таймфрейм. Какие здесь можно сделать выводы? Ну, смотрите, во-первых, сейчас у нас здесь наиболее вероятно произошел разворот. И для этого разворота есть цель движения, первая, которая находится на 79,9. Точнее, даже здесь первая цель все-таки вот здесь 79,37. Где-то в этом диапазоне находится. Если здесь разворот не произошел, то в этой ситуации будет пробой 76,25, 76,23. И мы увидим движение. Здесь есть на дневочках первая цель, которая находится на 73,3. То есть движение вот сюда. Здесь по факту отработки этой цели может быть отражение от уровня 72,93,94. Вот. На самом деле такой сценарий он может быть, но я думаю, он маловероятен. Здесь более вероятно движение отсюда вверх и укрепление евро против рубля. Может быть короткий задерг, цель которого является заход на 72,2, 72,17. Но, скорее всего, такого захода не будет. Либо сразу после этого захода пойдет отскок и рост с целью сначала протестировать на пробитие 78,65 и потом пошагово отработать 79,3, 80. И цель движения здесь находится для полной реализации этой формации где-то вот здесь вот на 82,6.
Так, ну это то, что касается движения в течение недели, нескольких дней. Так, ну если вот мы берем 4-часовой таймфрейм, здесь, конечно, может быть движение вниз. Оно разовьется в том случае, если пойдет пробой 77.05. Но здесь более вероятный сценарий – это тестирование на прочность диапазона 78.59, 78.75. И по факту пробития этого диапазона отработка цели, которая находится на 79.21, 79.22. Движение вот сюда, вот в этот диапазон. Более вероятно, что евро к рублю будет расти, нежели что евро все-таки будет ослабляться и проседать. Так, ну и вот тема, которая всех волнует в наибольшей степени, это, конечно же, евро-доллар. Дело в том, что евро-доллар – это именно, скажем так, основа движения капитала в современном финансовом мире. Вот смотрите, мы по евро-доллару отработали те цели, которые у нас стояли. Локальные хаи мы закрыли. Сейчас речь идет о тестировании на пробой 1,15 вот данного значения. Ну, точнее, даже если быть совсем точным, то 1,1496. Ну, скажем так, для круглого счета 1,15. Вот пробитие 1,15 на растущем объеме. Сейчас мы говорим с точки зрения месячных таймфреймов, то есть глобальных трендов, которые здесь были. Вот у нас на текущий момент идет разворотная формация и рост евро против доллара. Соответственно, нас в большей степени сейчас волнует вопрос, первое, будет или нет разворот и движение евро вниз к доллару, и второе, когда это произойдет. Относительно первого вопроса, технически, скорее всего, это рано или поздно произойдет, потому что как только начинается риск-офф, идет отток из евро в доллары. Ну, так исторически сложилось, и чаще всего, точнее, не чаще всего, так всегда ранее бывало, и, скорее всего, будет в ближайшем обозримом будущем, если мы будем наблюдать риск-офф. На текущий момент что происходит? Смотрите, мировая экономика восстанавливается, это раз. В Америке там вообще какой-то фантастический рост. В Китае тоже фантастический рост. В Европе вроде бы ни шатка, ни валка, но хотя там и проседание все-таки, по-моему, не такое существенное было, как в Штатах. Вот. Плюс они выделили кучу денег на восстановление. И поэтому здесь есть все основания для того, что, по крайней мере, в ближайшей среднесрочной перспективе евро к доллару, с моей точки зрения, порос. Вот смотрите, здесь мы отработали все цели, которые должны были отработать. Сейчас стоит вопрос в том, будет или не будет пробита 1,15. Если она пробита на объеме будет и пойдет закрепление, то нас ждет движение вплоть до 1,23. Вот 1,23 это потолок для евро-доллара. Соответственно, приход сюда, если здесь начинается проторговка, она будет проходить какое-то длительное время. Если будет короткий задерг, то потом может пойти сразу резкий откат и снижение евро против доллара. На текущий момент вот, по месячному таймфрейму здесь произошел четкий разворот. И единственное, что этому развороту угрожает сейчас, по факту достижения тех целей, которые достигнуты, это преодоление вот этой планки, которая на 1,15 находится. Так, если мы берем недельный таймфрейм, то есть одна свеча неделя, у нас здесь идет рост. Пока никаких сигналов на остановку роста нету по недельному таймфрейму. Если таки здесь происходит разворот, то первая цель для движения вниз, на которой может произойти торможение, это 1,08 доллара-евро. Так, это то, что касается недельного таймфрейма. Здесь тоже масса целей. И самая манящая цель, это, конечно, движение вот сюда вот. Это у нас 1,21, 1,23 где-то диапазон. Сложно сказать, куда дойдет здесь. Вот, есть промежуточные цели 1,16 и 25. Вот здесь она находится. Ну и первая цель по недельному таймфрейму это пробитие 1,15. Вот сейчас у нас глобально стоит вопрос по факту достигнутых значений, будет или не будет это движение и пробой 1,15. Так, на дневном таймфрейме у нас идет попытка разворота. И, соответственно, исходя из вот этой свечи, которая здесь возникла, если у нас движение вниз развивается и мы пробиваем 1,12,
Ну, тут диапазон на самом деле 1,1195 и 1,1210. Вот если этот диапазон на объеме будет пробит, то здесь может развиться очень энергичное движение вниз. Первая цель для остановки будет 1,11, потом движение на 1,09 и потом конечная цель, скорее всего, 1,08. Вот, но инициация этого движения будет именно пробитие вот этого диапазона. Вот если он будет пробит на объеме, то сразу пойдет снижение. На текущий момент вот видна попытка разворота на дневке. Не факт, что эта попытка разворота, она в данном случае сработает. Хотя как бы локальная цель по евро-доллару отработана, но даже по дневке, да, мы выполнили все цели, но по недельке осталось тестирование на пробой 1,1496. Вот если сейчас пойдет разворот и мы пробьем вот эту цель первую, то скорее всего это может говорить о том, что в ближайшее время мы увидим проседание евро-доллара, цель которого будет 1,08. Относительно движения далее сказать ничего не могу, хотя меня по почте активно спрашивают, будет или не будет и когда будет падение евро-доллара до значения 0,8 евро к доллару. Ну, если полыхнет кризис, такое вполне может быть, но на текущий момент я оснований для такого движения не усматриваю. Если мы переходим к перспективе движения на несколько дней, то здесь ситуация следующая. Вот на 4-часовом таймфрейме здесь произошел разворот, но сейчас этот разворот, он уже затормозился. Поэтому, исходя вот из этой формации, здесь, соответственно, либо отсюда развивается движение, цель которого 1,1340, если здесь закрепляется, то пойдет отсюда рост уже с тестированием на пробитие 1,15. Если здесь развивается откат и идет пробой значения 1,1267, то отсюда сразу пойдет возврат сначала на 1,1215. И вот как раз в случае пробития 1,1210 и 1,1190, скорее всего, мы уже увидим нисходящий тренд по евро-доллару. Вот здесь как бы наметился разворот, разворотные формации, но с другой стороны вот здесь этот разворот был погашен. И поэтому в понедельник на открытии все зависит от того, как вот это движение оно будет разыграно. Если здесь отсюда начинаем движение вверх и постепенно в течение дня растут объемы, то мы, скорее всего, в течение следующей недели увидим штурм на пробитие 1,15. Если здесь мы увидим движение вниз и пробитие вот этого диапазона, то, скорее всего, карта евро в ближайшие дни, недели будет бита. И, соответственно, мы увидим движение по евро-доллару на 1,08. В ближайшее время паритет и 0,8 не обещаю. Но если вот это движение разовьется, вполне можем на 1,08 долларов за евро сходить. Так, далее японская иена к доллару США. Здесь немножко кривехонькая, потому что здесь обратная котировка. То есть сколько йен за доллар, ну, соответственно, за 10 долларов. Соответственно, то есть ситуация она близко к тому, как котируется рубль. Но смотрите, здесь вот у нас пошел рост доллара против евро. Это, конечно, не очень позитивный момент, потому что если происходит рост одной из валют, которая котируется против доллара, мировых валют, то, соответственно, это может привести к тому, что остальные валюты, они тоже начинают ослабляться. Экономика Японии, она ориентирована исключительно на экспорт, продажа товаров с высокой прибавочной стоимостью. И поэтому ей как раз вот эта ситуация для экономики Японии, она очень выгодна. То есть они как бы исторически пытались получить конкурентное преимущество, девальвируя свою национальную валюту. И таким образом они, в общем-то, получали, помимо, ну скажем так, высокой упорядоченности и эффективности системы, они получали дополнительный бонус в плане конкурентоспособности против западных производителей и исследователей. На месячном таймфрейме у нас наметился рост. Сейчас давайте посмотрим недельный таймфрейм. Так, ну вот только на месячном таймфрейме цель вот этого роста первая находится на 113,5.
И, соответственно, если сюда приходит и закрепляется, следующая цель проходит на 116,5 и в случае пробоя движение на 125. Так, ну недельный таймфрейм указывает, что сейчас здесь произошел разворот, движение вверх. Пока только не до конца понятно, это будет движение в проторговке с целью отработки диапазона 111,7, 112,3, или же здесь разовьется пробитие вот этой крышки и дальнейшее движение вверх. Вот, пока как бы ключевой момент это движение в этот диапазон и пробитие, не пробитие вот этих целей, которые зажаты между двумя вершинками. Так, ну вот дневная формация здесь достаточно определенная. Ближайшая цель движения находится на 111. Вот, соответственно, эта цель не будет реализована, если пойдет откат и будет пробито 108,5. Такой сценарий на текущий момент маловероятен. Здесь все основания для того, чтобы она двигалась вот в этот диапазон. И если здесь пойдет закрепление и проторговка, будет дальнейший рост доллара против иены. То есть большее количество иен будут отдавать за доллар. Если все-таки здесь что-то пошло не так, мы увидим откат и пробитие, то у нас цель движения находится вот здесь, вот в этом диапазоне 107,2-108. Такой сценарий мне видится сейчас маловероятным. Скорее всего, мы увидим дальнейшее укрепление доллара против иены. Так, ну вот 4-часовик рисует откат, то есть наоборот укрепление иены к доллару идет. Вполне как бы может быть откат на 109,22. В том случае, если пойдет откат глубже и мы увидим пробитие 108,7, в этой ситуации, скорее всего, вот это растущее движение будет сломано и мы увидим проседание доллара, то есть укрепление евро, цель которого будет 107,8, 107,5, движение вот сюда, вот в этот диапазон. Вот на текущий момент времени здесь, в общем-то, большую роль играет, чтобы не был пробит вот этот диапазон, потому что на крупных таймфреймах, включая дневной, на текущий момент времени идет рост доллара против иены. И пока еще траектория движения не до конца себя выработала. Так, ну далее британский паунд против доллара США. Здесь уже нормальная котировка, сколько долларов дают за британский паунд. Здесь цель достаточно прозрачная. В ближайшее время по месячному таймфрейму укрепление паунда против доллара на 1,31. И потом в случае проторговки и закрепления движение вот сюда вот на 1,40. То есть фунт, судя по месячному таймфрейму, должен укрепляться против доллара. Если пойдет откат и пробой 1,2320, то это движение будет аннулировано и мы увидим рост доллара против фунта. На текущий момент по месячному таймфрейму идет рост паунда против доллара. Так, ну вот недельный таймфрейм. Недельный таймфрейм, здесь вот у нас ближайшая цель движения находится на 1,2985. То есть вот судя по гэпу, который здесь произошел, в ближайшее время, скорее всего, последует движение по закрытию данного значения. В том случае, если пойдет откат и пробитие 1,21, то в этой ситуации мы увидим укрепление доллара против паунда. Но такая ситуация сейчас маловероятна. Сейчас все указывает на то, что паунд должен расти к доллару. Так, ну вот дневной таймфрейм. Здесь у нас рост идет очень энергично. И, соответственно, здесь весьма вероятно, что в ближайшие дни, недели будет отработана цель 1,31, 1,31,5. Вот этот диапазон. Соответственно, если здесь идет закрепление и последующее пробитие 1,3190, то мы увидим дальнейшее укрепление паунда против доллара. Сейчас на текущий момент времени, если мы увидим откат, и этот откат пробьет 1,2483 на объеме, то в этой ситуации пойдет поэтапное сползание 1,23, потом 1,2175 и дальнейшее снижение паунда против доллара. Так, на текущий момент 4-часовой таймфрейм указывает на то, что здесь идет попытка разворота. Эта попытка разворота может свозить на 1,2593, вот сюда вот. В том случае, если все-таки пойдет пробитие 1,2495,
то мы увидим, скорее всего, проседание паунда к доллару. И здесь будут поэтапные цели снижения 1,2395, потом 1,2336 и так далее. Но растущий тренд в этой ситуации, скорее всего, будет сломан. Вот, поэтому сейчас, в ближайшее время, должно произойти отсюда отбитие либо от текущего значения, либо от диапазона 26.20, 26.63 и, соответственно, тестирование на пробой 1,2732 и дальнейший рост паунда против доллара. Ну, это должно так быть. На самом деле практика. Посмотрим, как оно будет происходить в деле. Так, друзья, далее украинская гривна к доллару. Здесь у нас сформировался важный уровень. Это месячный таймфрейм 26.48. Вот если пробивается 26.48 и начинает расти объем и проторговка в этом месте, то это приведет к тому, что последует укрепление гривны к доллару в район 25, может быть даже 24,5. Вот сюда, вот в этот диапазон. Есть долгосрочная цель, которая находится на 21,5, но когда эта цель будет реализована, совершенно непонятно. Так, ну это месячный таймфрейм. Давайте недельку и дневку посмотрим. Так, ну что я могу сказать по поводу недельки? По недельке здесь у нас, если опять же месячный сильный уровень на 26.48 пробивается, то здесь по недельке цель движения находится на 24.45. Ну да, 24,5, вот сюда вот. В том случае, если продолжается проторговка, идет пробой верхней границы 27.07, то здесь у нас есть наверху заготовленная цель движения 27.50. Тогда как бы пойдем отрабатывать цель на 27.50. На текущий момент здесь идет игра в диапазоне, поэтому все зависит от того, в какую сторону пойдет пробитие. Вот. Но судя по тому, что идет риск он, вполне как бы может гривна начать укрепляться к доллару. Так, ну вот в соответствии с дневным таймфреймом здесь картина более четкая получается, и она заключается в следующем. Что либо вот от текущего значения, которое 26,57,98, идет рост. Вот этот рост он заключается в том, что проторговка в диапазоне 26,57,98, 27. Вот в этом диапазоне она ходит. Вот как только она пробивает вот эту верхнюю крышечку, у нее сразу цель движения будет в начале 27,62, и потом итоговая цель – это ослабление гривны к доллару для того, чтобы сходить на 28,15. Вот, на текущий момент, если сейчас идет снижение, и это снижение доходит до предыдущего минимума, который был недавно достигнут, 26,48,72, и если здесь не пойдет рост объема, а пойдет, соответственно, снижение объема, то мы увидим, то мы получим в действии двойное дно. Двойное дно. Дальше идет отскок с целью тестирования верхней границы 27. Ну и потом отсюда тогда развивается движение сразу на 27,5. Вот сюда вот конечная цель движения – это укрепление доллара к гривне. Вот, поэтому здесь все зависит от того, каким образом в понедельник произойдет открытие, либо тестирование на пробой 26,57, 26,48,72. Если пробитие 26,48 происходит на объеме, то гривна очень мощно может укрепиться, и цель этого укрепления будет 25-24,5. Если здесь последует отбой, то есть пойдет сразу снижение объема при достижении 26,48, то мы увидим сильное движение вверх. Сначала к верхней границе проторговки 27. Потом, когда произойдет ее пробой, цель движения будет 27,5, возможно 28. Так что здесь все зависит от того, как вот этот потенциальный барьер в понедельник, во вторник будет преодолен или отсюда пойдет отскок. Так, далее казахский тенге. Но здесь у нас идет укрепление казахского тенге к доллару. Ближайшая цель 383. Казахстан там балуется, не выполняет соглашение по ОПЕК. Постоянно добывает больше, чем договорились сократить.
Вот, и на фоне этого казахский тенге укрепляется к доллару. Вот первая цель это 383. Дальше, если идет пробой 370, то развивается следующий этап укрепления на 322. Вот. Но на месячном таймфрейме мы пока наблюдаем движение, которое только идет на укрепление казахского тенге к доллару. Так, ну вот у нас неделька. Неделька она всецело показывает, что он пикирует на 380-383. Но здесь какой может быть момент? Если вот сейчас возникает проторговка или разворотная формация на этой неделе, мы можем увидеть резкий отскок, и цель этого резкого отскока будет закрытие цели, которая 427. Вот здесь проходит. Так, ну вот у нас по дневке очень интересная ситуация. На дневке у нас ситуация схожа с рубль-доллар. И по дневке здесь нарисовался разворот. Цель этого разворота, первый отскок на 413. Вот сюда вот. В том случае, если идет пробитие 390, 385, 390, да, то отсюда цель движения сразу на 380. Это исходя из дневного таймфрейма. То есть вот как он поведет себя в понедельник на открытии. Если начинается проторговка и нет пробития вот этого хвостика, а хвостик у нас проходит на 395-394, ну округляем 390-393, то соответственно это все скорее всего проторговка, набор позиций. И первый отскок цель 413, если закрепляется, идет на 420. Так, дорогие друзья, ну вроде все, основные валюты рассмотрели. Спасибо за внимание. Всего самого лучшего.